Так, друзья, всем привет! Сегодня мы делаем вечерний обзор и вечерний тест оптики, как мы вам ранее обещали. У нас большое количество разных коробок. Это у нас получается вообще автомобильные фары. Также у нас есть вот такие, все разные. Также внизу у нас еще очень много, порядка 20 коробок в сумме. Сейчас мы будем смотреть и сравнивать, как светят фары. Здесь у нас сейчас работает фонарь, который нас освещает, но мы будем тестировать фары где-то длиной на 45 метров и будем смотреть, как все это освещается. Потому что когда мы выключим наш вот этот свет, который нас сейчас подсвечивает, и мы снимаем видео, будет здесь полная темнота. Итак, начнем. У нас первые фары, это идет Allroad 7-дюймовые, производитель Lumen на 7 дюймов. Подходит для любых автомобилей, у которых круглые фары и 7-дюймовые. То есть, по идее, можно и в рамку МТЗ поставить, если у вас уже тюнингованная, да, грубо говоря, Нива, Газон, УАЗик, все, что хотите, 7-дюймовые. Преимущество этих фар в том, что здесь стоит полноценная линза, не ее имитация, да, то есть, а идет прям полноценная линза. У нас здесь есть две линзы. Это у нас идет ДХО и поворотники. Мы это все сейчас покажем и посмотрим, как это светит. Но самое большое преимущество, что здесь стоят хорошие чипы, стоят настоящие линзы, и это отличный свет, вы это сами увидите. Ближний, дальний. То есть при ближнем у нас светит одна линза, при дальнем у нас две. Температура свечения здесь у нас около 6000 кельвинов, то есть это яркий, хороший свет. Белый. Стандарт DOT, они полностью поддерживают эти фары, то есть это очень четкая свет-теневая граница. Не надо переживать за то, что вы будете слепить кого-то и так называемый быть сварщиком, да, когда поставят какие-то фонари, там, ноунеймовские, китайские, либо еще какие-то, и просто едут людям и выжигают глаза. Здесь этого не будет. Потому что фара очень технологичная и в хорошем качественном исполнении, то есть у нее есть клапана для того, чтобы не потело, и от разности температуры, если даже у вас машина стоит в теплом боксе, да, и зимой вы выезжаете из этого теплого бокса там, в минус 25, в фаре ничего не будет. Потеть она не будет. У нас получается здесь свечение 45 ватт общее, и ближний свет у нас 3500 люменов, дальний свет порядка 4500 люменов. Стандарт у нас обычно идет H4. То есть сейчас мы эту всю красоту включим. Ну и на самом деле вот смотришь просто визуально, хорошо выполнено, то есть очень все гладкие края, то есть нет никаких заусенок, облоя или еще чего-то. Корпус из металла, что будет отводить тепло. И на самом деле, ну, красивый. То есть, на мой взгляд, неплохие, симпатичные. Тут это уже понятие такое. Вкусовщина, да, но, на мой взгляд, смотрится неплохо. Вот продается комплект из двух штук. Вот первая, вторая. То есть вот это мы вообще не трогали, то есть только брали вот эту. Итак, сейчас будем проверять, как все это добро светит. У нас есть замечательный большой повербэнк, можем от него. И также у нас есть, нам ребята помогли, напечатали вот такой вот шикарный блок питания. Да. Итак, начнем. Мы сейчас все подключаем и покажем вам, как светит. Хочу обратить внимание, если вы вдалеке видите машину серенькую, то до нее примерно 45 метров. 45 метров. Сейчас выключу свет, посмотрим, как это все будет без него. И сейчас будем пробовать. Так, ну что, сейчас смотрим на ДХО. То есть вот чисто так на руках. То есть это у нас дневные ходовые огни. Светит замечательно. Также мы сейчас найдем проводочек с поворотниками светодиодными. То есть это вот у нас такие две по бокам красивые штуки. Так, и сейчас будем чисто на руках смотреть ближний, дальний. Итак, вот у нас ближний. Это линза. Это как раз таки вот преимущество линзы в том, что посмотрите, какая очень четкая идет заливка. То есть вот мы на руках делаем, да, вот на асфальте, да. То есть очень четкая свет-теневая граница. Очень равномерная заливка идет по всему светом, да, то есть по всей площади. И, то есть, вот мы направляем на машину, напоминаю, она стоит там в 45 метрах от нас. Понятно, что мы сейчас это все делаем на руках, тут немножко трясется и прочее, и мы можем регулировать
но это одна фара. И вот это преимущество именно как раз идет линзы. Это у нас ближний свет. Сейчас мы делаем дальний свет. Дальний, ну вообще просто вот сказка. Это просто сказка, то есть на Ниву себе я бы поставил такие фары и кайфовал, потому что свет отличный. Вот ближний, мы оставляем фару, не двигаем, вот дальний. То есть все на одном и том же уровне, вот именно по колесам на машину смотрим. Вот примерно держим в этом уровне и в этом же уровне включаем дальний. И это одна фара. То есть отличные фары, которые отлично светят. То есть вот также на здание можно посмотреть, что у нас у соседей там в черных окнах спрятано. Это ближним, вот так вот дальним. Замечательно. Замечательно. То есть даже в плохую погоду будет отличный, просто отличный свет. Ну и плюс красивые светодиодные дневные ходовые огни и габариты. Из автомобильных фар у нас только вот эти. Это у нас получается 7-дюймовые. То есть мы их убираем сейчас в коробочку и будем уже переходить по старшинству, скажем так, от бюджетных вариантов, да, которые на свои деньги светят просто великолепно. От бюджетных вариантов и по старшинству будем переходить все дальше и дальше, и вы сами будете видеть разницу, как это все светит и как это все работает. То есть сейчас мы будем вскрывать и смотреть фары бюджетной серии Allroad. Это вторая серия, уже вторая генерация. Здесь улучшенные именно светодиодные чипы, очень тонкий корпус. То есть это мы на потом чуть-чуть отложим. Мы сейчас будем рассматривать вот эти три модели. Они бывают в разных вариациях. То есть на 16 диодов это будет самая яркая. Здесь у нас идет круглая и получается на 9 диодов. То есть 9 диодов у нас здесь и 9 диодов на круглый. То есть самая яркая это 16-диодная. Технические характеристики я сейчас скажу. Также мы сейчас их откроем и посмотрим, как они выглядят. Это у нас фары Allroad 27 VSF2 и 48. Это у нас как раз таки по количеству ватт. То есть здесь у нас мощность до 27 ватт, да, работают от напряжения до 32, от 9 до 32 вольт. И световой поток, цвет у них 6000 кельвинов. Вот, которые 9-диодные, две штуки, они немножко послабее светят. У них 1600, по-моему, 1400 люменов. Да, здесь у нас 1400 люменов. Здесь у нас на 16-диодный 1600. То есть здесь, повторюсь, новые чипы, хорошие, проработанные, новый световой отражатель. Здесь идут микрочипы. Это влияет именно на качество освещения. Это, скажем так, такой вариант, что дневные ходовые огни, лампы заднего хода, да, то есть для грузовиков, либо, ну, для любой техники, да, их можно использовать как рабочий свет, но, скажем так, соу-соу, потому что, ну, если у вас вообще нет бюджета на фонари, да, и на рабочее освещение, то с легкостью можно использовать, как бы не расстройтесь и не огорчитесь, потому что по цене с гарантией в 1 год лучшего света вы просто не найдете. То есть это еще и поискать надо будет, как говорится, днем с огнем, да. Здесь у нас получается, что можно и как рабочий, можно и на задний ход. И давайте смотреть сейчас, как они выглядят. Начнем с круглой на 1400 люменов света. То есть вот такая приятная идет упаковка. Также с техническими характеристиками. Круглая 9-диодная, квадратная и квадратная 16-диодная. То есть нам вот этот буклет кладут. Дальше у нас есть комплект для монтажа. Это у нас здесь идут обычный болтик. То есть это, наверное, Лешка, не нержавейка, да? Наверное, нет, да. Ну, потому что бюджет и так ограничен. Ну и, собственно, сама фара плюс визиточка, ребят, то есть гарантийный талон. Она достаточно легкая, очень тонкий корпус. Очень тонкий корпус. Есть небольшой козыречек такой, то есть если она у нас где-то будет стоять вот правильно установлена вертикально, то сюда не будет снег падать. Еще раз скажу, что микролинзы плюс отражателя стекло с таким отражателем и рассеивателем. Но я говорю, она вот очень тонкая, вот с фалангу, наверное, это здесь сколько, Лешка? Ну, наверное, сантиметр, да, 1,5-2. И крепление, то есть оно немножко под углом, то есть можно будет ее крутить, вертеть.
Сейчас будем смотреть, как у нас светит круглая на 9 диодов. Квадратную мы тоже откроем, тоже посмотрим, как она светит. Ну и самое интересное, это 16-диодная, потому что здесь побольше идет освещение в световом потоке. То есть именно световой поток больше. Защита IP67, гарантия год. Поставили, забыли и не парились. Я уверен, что они отработают больше 1 года. То есть это к вопросу о том, что у нас есть Озон, да, на котором полно разных, но это все ноунейм, которые, ну не знаю, поставил и там выкинул, да, через там месяц-два. Зачем мучиться? Итак, вот мы накинули плюсик в минусе. Сейчас мы выключим свет и посмотрим. Вот такое освещение. Оно достаточно рассеянное, то есть мы можем вот поводить, то есть если мы ставим на уровне бампера там грузовой машины и ставим вот так, то задний ход будет подсвечивать неплохо. Достаточно неплохой угол по ширине, яркость приемлемая, то есть за такие деньги это самый отличный вариант. Все, вот что я могу сказать, так неплохо, даже пока особо не греется, то есть все супер. Достаточно неплохо. Давайте сейчас эту, наверное, даже прям не будем отключать. Посмотрим, вскроем 16-диодную. Здесь уже побольше диодов. Также у нее побольше ватт, то есть 48 ватт. 9,32 вольта напряжение, 6000 кельвинов, 1600 световой поток. 1600 люменов. Здесь у нас тот же самый буклетик, тот же самый комплект крепления. Но это бюджетный бюджет. Также мы имеем здесь козыречек. Тонкий корпус, стеклышко прям вот вровень с корпусом, это вообще прям прекрасно, мне нравится. Радиаторы, боковиночки. Так, и сейчас давайте мы подключим вот эту. Раз, два, что-то у нас тут вот так вот плюсик, не больно как-то. Вот, да, здесь видно, что хоть и небольшая разница в световом потоке, в там 200 люменов, но светит намного ярче. Напоминаю, что вот до серой машины, которая у нас стоит припаркованной, 45 метров. Плюс-минус меняем свое положение на метр. Так, теперь мы включаем круглую 9-диодную. И вот так у нас уже это начинает светить в паре. 9 диодов и 6 диодов. Сейчас мы выключим, да, вот у нас получается 9 диодов, вот у нас 16 диодов. Разницу видна, да, Лешка? Причем значительная такая. Вот 9 диодов круглая, вот 16 диодов. То есть две 16 диодки, вот они в паре. Две 16 диодки спокойно перекроют все все необходимые, наверное, потребности в таком бюджете по заднему ходу и по рабочему свету. Либо как... Кстати, давай еще, Леш, вон посмотрим эти, как его, по корпусу. То есть вот круглая-то она покомпактнее, да, мне кажется? Круглая, да, она за счет вот своих углов, того, что углов нету, она более компактная. Но здесь и большее количество светодиодов разместить, поэтому и не получается. Хорошо сделано то, что здесь вынос сделан, то, что можно отрицательный угол сделать. Да, да. И на круглую он выше, смотри. На круглую он больше. А нет, хотя одинаково. Да, с выносом, с козырьком. Я говорю, бюджетный вариант лучше не найдешь, на мой взгляд. Потому что мы фары эти все с каких-то торговых площадок, китайские, ноунеймовские, щупали, тоже смотрели. И даже нет смысла их снимать и показывать какие-то обзоры на них. Ну, потому что их очень большая тьма. Здесь как бы этот производитель достаточно давно на рынке, и он уже знает, что нужно потребителю. Ну, это вот, на мой взгляд, хороший вариант. Че, Лех, я думаю, квадратную, наверное, даже смысла нет показывать, потому что это будет то же самое, что и круглая, только в квадратном корпусе, вот в таком. Поэтому какой вариант вам по вкусу? Я бы, наверное, из этих трех взял бы 16-диодку и на грузовик, на задний ход поставил. Либо на маленький квадрик какой-нибудь, да. Если нет денег на балку, то и нет желания, да, заморачиваться с этим, то вот две такие влепил, и вообще шикарно. То есть это отличные варианты. Сейчас мы с Алексеем здесь убираемся и переходим к следующей фаре. Куда она у нас делась? Куда-то я ее посеял уже. А, вот она, да, да. Будем смотреть вот эту, ну и все по очереди. Да, Лешка? Итак, друзья, ну что, мы перемещаемся к следующим нашим претендентам на тест-драйв. Вроде бы, в принципе, две коробки, которые с виду одинаковые, но фары эти разные. У них есть, так скажем, это модель одна, но в нескольких генерациях. И так, давайте посмотрим. Сверху у нас идет предыдущая версия, которая, ну, в принципе, они обе сейчас актуальны в линейке данного производителя.
Здесь идет небольшая разница у них в цене, но достаточно очень хорошая разница в технических характеристиках. Данная фара может использоваться как универсальный вообще такой аппарат. Она не может работать круглые сутки, а, грубо говоря, поработали. Это уже следующий класс у нас идет, который могут светить 24/7, не выключаясь вообще полностью. Это все-таки тоже бюджет, немножко выше, чем те фары, которые мы смотрели до этого, но это выше качество и больше тоже света. И также хочу сказать, что в данном ценовом сегменте с такими техническими характеристиками, именно не заявленными, а фактическими, то есть не номиналом, а фактически, тоже такие придется поискать. Итак, ну все, давайте сейчас посмотрим. У нас идет фара Lumen 48 SF Flood, это первая генерация ее. Здесь у нас мощность 48 ватт, они обе 48-ваттные, обе от 9 до 32, но, грубо говоря, 12-24 вольта. Это уже может использоваться, что модель, как сказать, версия 1.0, что версия 2.0. Они могут использоваться уже как полноценный рабочий свет на коммунальной технике, дорожно-строительной, подсвечивание зоны выгрузки зерна и прочее, прочее. То есть это уже полноценный рабочий свет. Сейчас по именно свету в ночи, когда будем испытывать, здесь уже мы увидим разницу. И так, на чем я остановился, что 12-24 вольта, но вообще 9,32, температура 6000 кельвинов, это холодный свет. Максимальный световой поток у нас получается 3600 на первом поколении, 4700 на втором. Достигли этого путем другого отражателя, тоже сейчас, когда достанем, посмотрим, и чипов, и стекла. Получается так, что вот именно во второй версии у нас идет больше света, точнее, производительность идет не на нагрев фары, да, самого корпуса, а именно на освещение. То есть разница, она значительная. В предыдущих мы видели, что 200 люмен давали разницу. Здесь у нас получается 900 люмен. Разница, да. И давайте вскрывать. Начнем, наверное, с простенькой, да, Леша, сначала? Который флут, да. Так, сейчас мы откроем. Также у нас идет вот коробочка. Здесь идет бумажечка. Здесь, что хорошо, уже идет комплект поставки из нержавейки. Монтажный комплект. Тут даже, смотри, Лех, какие-то пластмасски есть. Это что такое? Это как втулочка. Это как втулочка идет. Это уже не ржа, то есть мы уже сможем через какое-то время спокойно открутить. Вот так выглядит у нас первая генерация фары, да. То есть по толщине она, ну, где-то, наверное, порядка 3 сантиметров. Также скошенное крепление, что позволяет нам легко ее устанавливать, да. Они используются как на задний ход, как и рабочий свет. То есть это уже универсальная за свои деньги такая хорошая фара. Получается так, то что у нас есть на корпусе козырек и теплоотводящие, как сказать, ребра, да, решетки. Давайте сейчас включим ее, посмотрим, как она светит. И видим, что у нас достаточно хороший свет, намного лучше, чем на предыдущих, но он здесь, наверное, более какой-то такой направленный, да, по сравнению с предыдущими. То есть у нее прям видно, что вот центр и подсвет идет с боков, немножко рассеивается. Вот на 45 метров на машину, на серенькую светим мы вот так вот. Это у нас первая модификация, первая вариация. Сейчас мы откроем вторую модификацию и посмотрим, как светит она. И сравнительный тест также проведем. Так, это у нас вот отсюда. Это первая модификация, да. Сейчас мы открываем уже версию этой же фары 2.0. Вот что хорошо, то что модернизируют. То есть здесь у нас также комплект из нержавейки, но я больше чем уверен, что они никак не отличаются. Тут именно отличие только в фаре. Сейчас тут макулатура. Тут ее чуть-чуть больше, чем в предыдущей версии. Пырка. Так, ну что, видно сразу, видно и понятно, что здесь у нас стоят другие чипы и другое стекло. Корпус плюс-минус одинаковый. Здесь ножка чуть-чуть только более вертикальная. То есть это тоже мы можем увидеть. Также козырьки. И это даже немножко потолще. То есть версия 2.0. Но тут самое отличие в том, как она светит. И здесь уже у нас идет другой коннектор питания. То есть длина провода. Сколько тут, Лешка, наверное, сантиметров? Ну, 40? Да, 30-40. Сейчас мы ее включаем и видим, что светит она действительно ярче, белее. Да, давай попробуем без света. Здесь видно отличие, то есть разница ценовая, она не сильно большая между этими двумя фарами. Там может, ну, прям вообще незначительно, там 300 рублей.
условно. Но тут уже у нас более четкая заливка, то есть выше, к сожалению, я поднять не могу, но так мы видим, что замечательно и большая площадь. Большая площадь, корпус пока не нагревается и хороший свет, более белый. Сейчас включу первую версию. Вот у нас так светит первая версия, вот их прям рядом я поставил, вот так вот. Вот так светит первая версия, она достаточно тусклая. Вот так светит уже версия этой же фары 2.0. Вот первая версия, вот вторая. Давай еще раз, кстати, первую посмотрим по рассеиванию. То есть здесь у нас прям видно четко. Ага. Она более рассеивает, более такой желтый свет и менее яркий. То есть она более такая рассеивающая. Эта фара у нас более... Вот сейчас я эту отведу в сторону. Это у нас более направленная и более яркий свет, более полная заливка. Ну, тут тоже, на мой взгляд, выбор очевиден, но опять же, все по бюджету и под какие задачи мы все это дело берем и рассматриваем. Вот у нас это получается версия 2.0, да, фара у нас получается это SSE 48 SF2. Это которая ярко светит и достаточно направлена. Которая менее ярко и менее направлена, это у нас получается 48 VS Flood. Просто это первая ее версия. Так, ну что, давайте двигаться дальше. Сейчас также идем по старшинству, по увеличению стоимости и по применяемости. Итак, друзья, я немножко подмерз, утеплился, потому что процесс у нас висит не быстрый, но очень интересный и занимательный. Сейчас мы перейдем к такому формату, как ПТФ-ки. То есть это у нас получается серия Allroad, защита у них IP67. То есть устанавливаются на любую также технику. То есть мы не смотрим, что это именно там на сельхозку, либо еще на что-то. Это можно использовать абсолютно везде, где вы посчитаете нужным. Тоже хорошее соотношение цена-качество. Сейчас посмотрим по характеристикам. Верхние у нас идут попроще. Они с виду такие, ну, как сказать, простенькие. А вот эта модель, она уже поинтереснее. Тоже уже у меня есть в планах личных, куда это можно установить. Так, Allroad 18 ВД, которые у нас идут маленькие, вот такие. У нас здесь получается мощность 18 Вт, напряжение 932, но это стандарт 6000 кельвинов, световой поток 2000 люменов, защита IP67. Можно влепить их куда хочешь. То есть сейчас мы, когда их откроем, увидим. И более красивые и с виду, и более производительные, да, с линзой. Здесь у нас уже мощность идет 30 Вт, также 932 напряжение, под которым они работают, температура также 6, но световой поток уже идет 4600 люменов, и у них идет уже четкая такая хорошая светотеневая граница. Предлагаю не тянуть, откроем сначала такие вот, оп, чуть не убежали, откроем сначала более бюджетную модель. Также идет вот кронштейн. И, кстати, смотри, Лех, прикол, даже шестигранник кладут. Здесь уже в лучших традициях Икеи шайбочки, шестигранники. То есть все кайфы, все блага. Идет она у нас упакована вот таким образом. А вот. Кому-то нравится такой внешний вид. Компактная. Компактная, да. То есть у нас получается где-то в районе 15 она, наверное, сантиметров. Здесь габариты были указаны на коробке. 160 на 43 на 40. То есть 160 на 43 на 40. Хорошие радиаторы, достаточно их много. Ну, выполнено, вот мне что нравится вообще у данного производителя, которого мы сегодня обозреваем, вот качество всей продукции, оно достаточно высокое. Слушай, ну как дополнительный свет и противотуманки вообще отлично, да, можно использовать как дополнительный свет, как противотуманки, как дневные ходовые огни, вообще супер, то есть вот прям компактно, интересно и уже там... Можно, Лех, ставить на 80, на новые. Да, можно даже на квадрик. Либо на какую-то мопедулину. Так, ну что, давайте посмотрим, как она у нас светит при свете. И потом свет выключим и сравним с второй модификацией. Оп, достаточно широко, ярко. До машины, конечно, ну вот машину сейчас 45 метров наш ориентир, да? То есть подсветка она идет, но очень и очень такая достаточно слабенькая. То есть это больше как дневные ходовые огни и как какое-то дополнительное освещение. Но для компактной фары светит здорово. Светит прикольно, цвет света белый, достаточно широкий угол. Да, то есть мы видим, что достаточно широкий угол. По дальности не так сильно, но надо понимать, что это компактная.
на хороших чипах Osram. Так, сейчас буду подключать вторую. Мы ее сейчас откроем, подключим. Уже более интересную. Это у нас получается Allroad 18VL. Она мне вот нравится тоже. Уже тоже есть задумки. Она вообще вот эта вот 18-я, блин, и красивая, и светить тоже. Ну, разницу сейчас увидим. По монтажу также у нас комплект крепления хороший. Комплект монтажа, болтики, гаечки, все тоже нержавейка. Одна только вот эта из сталюги кронштейн, остальное все из нержавейки в комплекте. Такой вид. Здесь уже более симпатичный. То есть здесь у нас уже идет такой глянец, да, немножко притонировано. Внутри видно, что блестят диодики. Чипы здесь стоят Osram. Она немножко побольше по габаритам. То есть ширина у них одинаковая. Но более симпатично, то есть куда угодно, на бампер, под бампер, то есть можно спрятать. Это у нас получается она повыше, немножко потолще. А в остальном, в принципе, ну тут уже вкусовщина, кому что нравится. Но у этой будет лучше светотеневая граница, будет лучше яркость света, потому что здесь у нас большее количество люменов. Это у нас идет серия Allroad. Сейчас мы ее включим. Здесь уже мы видим яркость. Здесь уже видим яркость. Причем вот 18 VLL, который сейчас у нас у меня в руках, который сейчас светит, у нее цена там в районе 1300 рублей. То есть вообще бюджетный, и посмотри, какой свет. Сделать еще ниже? Давай. Бампера, да, ну вот примерно бампер. Вообще отлично. Да, и ширина. И это, напоминаю, что это одна. Никто по одной ставить не будет. То есть две штуки вообще тоже перекроют прям по максимуму. Это и дневные ходовые, и дополнительное освещение. Видно четкую, ну, относительно четкую светотеневую границу. То есть видно прям вот хорошо. И на 45 метров до машины светит очень смело. То есть все прекрасно видно. Оп, нет автомобиля, оп, автомобиль виден. Все, продолжаем. Давайте перейдем к следующим, да, вариантам. Сейчас мы сравнительно можем также включить. Это у нас первый, Лешка, будет этот. Да. Итак, у нас сейчас... А можно не выключать. Я сейчас вот так вот сделаю. Да, вот так у нас светит более тонкая и компактная. Ну, тоже неплохо. Тоже неплохо. Достаточно высоко. То есть мы вот так вниз делаем, достаточно высоко. Здесь у нас получается шикарно вообще. То есть разница, она видна. Разница, она видна. То есть две VLL в бампер вообще шикарно. Либо на задний ход, тоже замечательно. Либо туда, куда у вас фантазия позволит. Так, все эти две модели мы посмотрели. Мне они нравятся. Но лично вот мое мнение, вот 18 VLL просто замечательно. Сейчас будем открывать вот такие. Это у нас вообще новинка. У них похожие коробки, но они там абсолютно разные и достаточно интересные. Также могут использоваться как дневные ходовые и как дополнительное освещение. Так, ну и давайте смотреть на новинки. Давайте я предлагаю сразу их открыть, а потом уже пробежаться по техническим характеристикам. Здесь комплект у нас поставки вообще просто обычная сталюга, болты, гайки и прочий метис. Вот мы видим, сейчас мы пленочку снимем. О, кайф. Как iPhone. Как айфончик новый распаковали, да. У данной фары мы видим, что у нас получается эта модель по коробочке. Сейчас посмотрим. Это Allroad, получается WXF 40. Режим света у него получается широкий, 4000 люмен, 5500 цветовой поток, максимальный световой поток 4000 люменов. Здесь уже идет другая защита, не IP, здесь уже идет IP68. И у данной фары у нас получается 4 чипа, 4 диода, есть небольшой бортик, вот здесь вот мы видим, то есть при горизонтальной установке здесь есть небольшой бортик. И рассеивающее стекло. Также достаточно компактный корпус. Сейчас, кстати, посмотрим, тут размер-то есть или нет. Нет, тут размеров нам что-то не написали. А вот вторая тоже поинтереснее, на мой взгляд. Она интересная чем? У нее уже идет возможность переключения ближний-дальний. Алексей сейчас удивится, я думаю, а может и нет. Лешку сложно чем-то удивить. У нас уже идет здесь 3 провода, 3. То есть ближний, дальний здесь есть. И мы видим уже расположение диодов. Они находятся сверху. И получается через отражатель
они нам светят. Как То есть, рефлекторные фары. да, ну не как рефлекторные, нет, здесь так нельзя сказать. Просто направление, чтобы было, и хорошая яркость была, да. Здесь у нас, кстати, по яркости что? Здесь у нас по яркости 2500 люменов. То есть это у нас менее яркая, и она вообще на 30 ватт идет. 9,32 вольта также. Это модель у нас VXC Combo All-Road серия. Но вот она мне понравилась тем, что у нее есть возможность ближнего-дальнего, ближнее-дальнее. То есть вот это, по идее, ярче и более рассеивающее. Это будет у нас по теории более направленное и с двумя режимами работы. Но опять же, это как По ПТФ корпусу тоже они используется? похожи. Да, они используются как ПТФ, дневные ходовые огни. В принципе, и те-то предыдущие тоже как ПТФ и дневные ходовые. Но они, получаются, ну, какие-то можно использовать и как дополнительное освещение, да, потому что они достаточно яркие. Итак, давайте начнем мы сейчас с модельки. Следующая должна быть ярче, и мы в сравнении посмотрим на красный плюс. Блин, мне нравится качество. Вот реально мне нравится качество, то есть серийно каждый ты достаешь из коробки. Видно, что это не маленькими какими-то китайскими ручками собрано, каждая как не пойми как, да, а они собраны. Так, это у нас получается, я сразу на дальний включил, давай с ближнего начнем. А они собраны прям шикарно, хорошее качество. Это, наверное, у нас вот это дальний будет, да, это дальний. Оп. Ну, по яркости я скажу, что вообще здорово. Оп. Да, вот у нас получается сейчас, Алексей, покажи, пожалуйста, что горят все 4 диода. Горят все 4 диода. Конечно, кратковременно у меня лампа находится в руках, фара, но она не нагревается и светит достаточно хорошо. Это у нас один свет, а сейчас вот это вот желтенький. Здесь у нас уже 2 крайних диода только светят. А сейчас мы и вторую подключим и будем сравнивать сразу первую и вторую. Здесь у нас только плюс и минус на этой. На этой только ближний и дневной ходовой огонь. Это более рассеивающий, но он и достаточно яркий. Светит, да, здесь у нас видно, что это более рассеивающий, но световой поток большой, яркий, более рассеивающий такой свет. Ну, вот это как дневные ходовые огни. И внизу, если поставить как ПТФ, прям низко опустить, то вот оно вот так вот будет. В принципе, неплохо. Здесь уже и угол не особо играет роль. Когда вот я вверх-вниз делаю, то у нас, по идее, дальность свечения, она одинаковая. Получается, модификацию, которая с ближним и дальним, у нас сейчас светит 2 диода только. И мы видим, да, то есть 45 метров шикарно освещает. Тоже хорошая свет-теневая граница и максимальная яркость. Это у нас получается 2 диода. Сейчас мы включим 4. Вот сейчас 4 светодиода. Это у нас уже получается дальний свет. Тоже делаю примерно как вот бампер. В бампер лупит вообще шикарно. Вот в 4 диода вообще шикарно светит. Но обрати внимание, вот поскольку та у нас идет флут, то есть она более широкая, да? То есть здесь у нас уже более такой направленный, яркий световой поток. Хотя по характеристикам так и не скажешь. Вот именно решает. Мотоциклетные или велосипедные фары, да? Да, то есть видно. Ближний, дальний, да, пожалуйста. То есть, кто не хочет, точнее, у кого есть возможность немножко подзаморочиться на грузовике, либо на квадрике, либо еще где-то. Компактный корпус, хорошие показатели. Даже со включенным светом вообще просто шикарно. Просто шикарно. Так, ну что, с фарами, которые у нас идут как ПТФ с возможностью, да, установки как дополнительное освещение, как противотуманные фары и как фары дневных ходовых огней, с ними мы все разобрались. То есть мы все 4 штучки посмотрели. Давайте на них еще раз вот взглянем. То есть давайте взглянем. Здесь уже кому что на, как сказать, ближе по душе, по вкусу и по кошельку. То есть они все в разном ценовом сегменте, но разница между ними небольшая. Ну и, конечно же, под задачи. Ну, тебе какая больше всего понравилась из всех? Честно? Ну да. Вот это вот. Вот это? Да, и мне тоже она больше всех понравилась. Но вот это на самом деле абсолютно новинка. Ну, вот это вот универсальный фар. Да, вот это вообще тоже шикарно. Мне понравилось, что 2 диода, либо 4 горят. Вообще прикольно. И это под свои задачи тоже хорошее, да? И это как ДХО вообще шикарно. То есть мне мой фаворит вот из этих 4 это вот эта. Она мне нравится больше всех. Она хоть
такая какая-то по корпусу, наверное. Здесь есть выбор. Самая большая. Да, каждый выберет для себя, что ему нравится, что ему подходит. И что ему, самое главное, по кошельку и по карману. В любом случае, когда у нас есть выбор, это хорошо, я считаю. И тем более весь этот выбор у нас происходит в рамках одного производителя. То есть это один производитель, и он нам предлагает разные абсолютно варианты. Так, ну что, сейчас будем потихоньку мы переходить к более тяжелой артиллерии. Это уже будут на самом деле интересные фары. Это уже будет серия у нас Люман. 3 штучки вот они лежат. И дальше пойдет уже премиальная серия. Это вот Solar X. Это самое интересное, самое такое крутое. Я уже некоторые открывал, смотрел и видел, как они светят, но только днем. Сейчас будем удивляться, как они светят ночью. И также хочу, кстати, обратить внимание, что у нас есть абсолютная новинка. Это вот эти белые коробочки. Это тоже очень интересно. Такого на рынке, таких решений сейчас на нашем отечественном рынке нет. Мы с Алексеем сейчас наводим порядок, раскладываем наших следующих кандидатов на осмотр и на тест-драйв. И приглашаем вас, не переключайтесь, можете пока заварить чайку, кофейку, пельмешек, доширака и майонезик достать тоже можно. И все, ням-ням-ням, а мы пока тут с Лешкой мерзнем и снимаем для вас. Итак, друзья, ну что, мы продолжаем. Здесь у нас уже начинается более интересная такая тяжелая, скажем так, артиллерия, да, более тяжелая. Первый мы откроем Lumen N1, мы ее уже открывали, посмотрели. И это дальше идет серия Lumen Pro. То есть это все не просто так, все эти надписи на этих коробках. То есть это действительно профессиональные уже фары. По N1 у нас какие? Давайте мы ее характеристики осмотрим. То есть у нас здесь получается чипы Osram, они более производительные, они больше направлены на эффективность именно освещения, а не на нагрев корпуса, да. И получается история такая, что здесь у нас идет более направленный свет, и по температуре он приятный более для глаз. То есть не такой ярко, сильно белый, да, либо какой-то там желтоватый. Это именно вот комфортная, приятная температура для глаз, настоящий рабочий свет. По характеристикам. 4000 люмен, 45 ватт. Получается, это прям как рабочий свет. Температура 5000 кельвинов. Здесь какое преимущество? То есть здесь стоят несколько чипов. Здесь есть чип от замыкания, от обратной полярности. И также они не дают наводку, то есть не мешают навигации, радиоприемникам и всему прочему. Также термоконтроль, то есть это повышает производительность данной фары. То есть это уже хорошая, качественная, то есть и предыдущие были хорошие, но это уже прям настоящий уровень. Здесь у нас также идет нержавейка, втулочка, то есть, ну, стандарт такой комплектик, то есть все это нам ясно и понятно. Дальше мы смотрим, что у нас здесь идет уже разъем. Как он назывался, Леш? Дойц, да, Дойц разъем, да. Здесь у нас уже идет Дойц разъем, в комплекте идет такой вот комплект для вашей техники, чтобы устанавливать. Ну, давайте посмотрим также на корпус. Я вот сразу вижу, что здесь такие массивные радиаторные вот эти вот, да, ребра радиаторные. Также вот, что немаловажно, это установлен клапан, который позволяет нам выезжать и, как сказать, выезжать из теплого в холодное, то есть от разницы температуры он защищает. Этот клапан, фара не будет потеть, да. Здесь у нас получается, ну, она и так потеть не будет. Просто здесь этот клапан для того, чтобы именно многократно, постоянно, то есть заезжать, выезжать из холодного в горячее. И из горячего в холодное. Чипы Osram, здесь их 16 штук. Микролинзы идут по рассеиванию. Ну, тоже вот я скажу, что качество высокое. Здесь уже, да, здесь уже идет защита IP68, то есть это уже серьезные фары, которые могут работать круглосуточно для, ну, на технике для тяжелых работ. Вес данной фары вот здесь у нас указано, что 0,6, то есть так она, да, увесистая, то есть видно, что в материал как бы
вложено. И получается размеры 130 на 110 на 42. То есть для своих вот световых показателей, то, как она светит, габариты достаточно компактные. Я говорю, мне нравится качество. Давайте подключать, смотреть, как она светит. Вот. То есть это комфортный свет. Он используется уже как, это прям настоящий рабочий свет. То есть мы видим, что на большую дистанцию светит достаточно комфортно, не пересвечивает. Неплохое рассеивание по сторонам. То есть угол, да, то есть у нас именно весь свет направлен вперед, основной световой поток. И подсвечиваются также боковые, да, зоны. То есть это уже это уже оборудование, осветительное освещение, да, которое может работать долго. Оно не боится каких-то веток, каких-то ударов. То есть это вот прям тоже must-have, такое хорошее освещение. И оно действительно очень комфортное. То есть не пересвечивает и отличный свет. Это фара Lumen N1. Ну, честно скажу, мне она нравится. То есть вот по качеству исполнения здесь, видишь, такие уже ребрышки набиты, чтобы ее хорошенько зафиксировать. И не дает наводку, помехи не создает. То есть это тоже важно не для навигации, не для музыки. И отлично светит. То есть мы же все рассматриваем сейчас в формате того, что одна фара светит. Да? Надо понимать, что если мы рассматриваем в формате 2, 4, 6, 8, то освещение будет многократно больше. И энергопотребление у них на самом деле не такое большое. Да, итак, друзья, мы продолжаем. У нас сейчас идут Lumen Pro, две фары. У нас идет две фары. Одна идет вот слева от вас сейчас, это 45-ваттная, справа 48. Давайте вот посмотрим по характеристикам. И дальше уже так же, как обычно, мы распакуем и посветим. У нас получается так, что плюс-минус эти фары две одинаковые. То есть они просто разной формы. Количество светодиодов у них одинаковое. Эта фары у нас уже идут с повышенной защитой. То есть вот 45-ваттные, они отлично встают на комбайны под крышу. То есть вообще как родные там туда залетают. И это хорошо. У них защита уже идет от вибраций, защита от обратной полярности, от перегрева. Также стоит клапан, который мы видели на предыдущей фаре N1 для уравнивания давления, да, внутреннего. То есть это у нас уже прям профессиональная серия. Это мощные, хорошие, надежные фары, которые... Они ударно-защитные, то есть их можно использовать и на лесной технике. Итак, смотрим вот по 45-ваттной, которая идет у нас по форме такая прямоугольная, не квадратная, с козыречком. Здесь у нас 45 ватт, напряжение 9,32, защита уже идет IP68, то есть это уже интереснее. Цветовая температура 6000 кельвинов, то есть это белый свет, цветовой поток 4300 люмен. Рабочая температура у данных фар минус 40, плюс 85. То есть, ну это уже, да, это уже сурово. Да, масса 0,8. Срок службы, кстати, вот на этих указан 30 тысяч. Алексей, 30 тысяч часов. 30 тысяч просто часов, не мото. Так, ну ладно, сейчас мы ее откроем, подключим, посмотрим, как она светит. Давайте по 48-ваттной. То же самое, то есть другой корпус, она идет уже квадратная, диоды стоят они одинаковые, осром, что светодиоды нам дает какое преимущество? Того, что меньше потребления, больше света и меньше нагрев. Здесь у нас идет 48 вольт, 48 вольт, да, все правильно. Ватт, 48 ватт. 9,32 вольта, 6000 у нас цветовая температура, световой поток у нас идет 3840 люменов. И у нее получается угол рассеивания по свету 60 градусов, что тоже хорошо. Защита IP68, но на этой уже 50 тысяч часов. На 20-очку побольше, чем здесь. Но тут мы берем фары, понятное дело, дополнительное освещение под конкретные определенные задачи. Если эти хорошо встают на комбайн под крышу, да, то и не надо мучиться и пристраивать вот эти. Все должно быть под определенные задачи. Сейчас будем открывать 45 фару. Это уже получается у нас про серия. Так, давай посмотрим, кстати, по кронштейну. Мне интересно. Вот такой вот у нее кронштейн. Раз. И вот такой кронштейн идет. Два. Пароизолятором она поэтому и устойчива к вибрациям. Что первая, что вторая. Защита от перегрева. Такой мощный корпус.
15 светодиодов. 15 светодиодов. Смотри, кстати, как тут тоже вот так интересненько, да? Оп, оп, оп. Да, да, вообще шикарно. Вообще. Так, давайте подключать, смотреть. Это уже нам не, как сказать, не базовые какие-то версии. Это уже идет серия Pro. Это интересно. На это интересно посмотреть. Вот так. Очень комфортная температура. То есть очень комфортный свет. Он идет именно для глаз. Надо же понимать, что длительные работы, то есть работа на комбайне ночью, да, это очень длительная работа, и глаза тоже могут уставать. И здесь у нас идет комфортная температура, хороший свет, свет рассеивающий такой тоже относительно, да. Фара сама, считай, виброизоляция, защита от перегрева, то есть, ну, это уже про-серия. Они себя очень хорошо зарекомендовали, так как у данного производителя они достаточно долго продаются, и по ним вообще никаких вопросов у клиентов нет. На 45 метров светит хорошо, все видно, никаких засветов, пересветов, ничего этого нету, все прекрасно. Давайте теперь откроем не 45, а 40, получается 8 ватт. Посмотрим, у нее другая форма. Здесь у нас буклетик идет. Буклетики. Так. Кронштейн здесь уже один комплект. Она, конечно, более массивная, более тяжелая. Но это уже видно, что это прям качество реально. Ей не страшно. И ну, смотри, какие ребра, да, как их много. И какие они высокие. Ей уже видно, что не страшно. Стекло идет уже очень прочная, диодов много. Идет на проводе, кстати, вот что, знаешь, немаловажно, чтобы можно было плотничком куда-то поставить и проводок вывести. Вообще шикарно. Шикарно. Давайте посмотрим, как она у нас будет светить. Также можем сравнительно сравнить 45-48. Тоже неплохо, отлично. Отлично, более широкий угол рассеивания. Комфортный для глаз свет, он здесь более белый, да, и достаточно хорошая дистанция. То есть мы, опять же, надо понимать, что мы вот светим где-то с расстояния 1,50 м от земли. Так, сейчас мы возьмем 45 ваттку, включим. Здесь тоже хорошее рассеивание. Давай две штучки, Леш. Первая и вторая у нас получается. Это у нас получается 48 люмен Pro. Давай 45. Это 45 ватт. Здесь вот свет менее такой белый, да, но комфортный, хороший, достаточно хороший угол. Здесь более белый, тоже с неплохим углом, да. И это у нас получается профессиональная уже серия. То есть тут реально ты видишь, за что ты платишь, голосуешь рублем, так сказать. Так, сейчас мы это все убираем, складываем и переходим к следующим интересным фарам. Это у нас уже идет серия Solar X. Сейчас будем все показывать. У нас даже есть здесь такая достаточно узконаправленная эксклюзивная фара для опрыскивателей, что тоже, кстати, интересно. Продолжаем. Итак, друзья, сейчас у нас продолжение нашего обзора. Это идут фары уже Solar X Run. Они бывают в 3 модификациях, то есть на 4 диода, получается у нас 9 диодов и на 16 диодов. Это тоже уже тяжелая артиллерия, это уже премиум идет такой сегмент. То есть у этих фар очень красивый стильный дизайн. Сейчас мы достанем и покажем. Начнем с 4 светодиода. Здесь самая высокая защита идет IP69K, то есть данной фаре не страшны даже химикаты уже. То есть это уже для специальных таких, может быть, задач, где могут попасть химикаты, где может попасть что-то нехорошее такое, скажем, на стекло, да, то есть стекло ультрафиолет, стекло поликарбонат, оно никогда не пожелтеет. То есть сколько бы времени ни прошло, данное стекло не пожелтеет. Шикарный безрамочный вот такой дизайн, очень приятно ее держать в руках, она достаточно такая компактная. Светодиоды Osram. Эффективность данной фары у нас получается 97% на свечение. То есть светит она вперед, не нагревает корпус, именно светит 97%. То есть очень высокий КПД. У нас получается вот данная фара на 4 светодиода 30 ватт. 4560 люменов, 12-24 вольта, 4 чипа стоит. Температура световая где-то в районе 6500 максимально.
IP69K защита. Здесь идет у нас еще EM-чип установлен самого высокого, то есть 3-го класса. Вообще никак на бортовую сеть не повлияет, то есть ни навигация, ни радио, то есть не будет давать наводки и не будет давать помех. Следующую сразу посмотрим. Давай. А потом все три подключим. Дальше у нас идет RAN 2. То есть у нас здесь был, это RAN 3 у нас был, здесь идет RAN 2. И у нас также идет RAN 1. То есть мы почему-то пошли с 3 к 1, но это логично, потому что это по увеличению количества диодов. Здесь то же самое у нас идет защита от химикатов. 69К защита IP, поликарбонат, стекло. Очень стильно действительно выглядит, прям, красивый, да? Красивый, да. Это уже она идет побольше. Но все зависит от задач. Также с чип Osram, микролинза, компактные. Да, очень компактный корпус. Да. Провод не мешает, да, то есть мы можем спокойно ее вплотную ставить каким-либо. Козырек, да. Да, к чему угодно, да. Это у нас получается. Так, забыл сказать по количеству ватт. 9-диодный у нас уже идет на 67 ватт. И световой поток 10260 люмен. Это в 2 раза больше, чем здесь. Да, это в 2 раза больше, чем здесь. И у нас получается, напряжение оно у них у всех одинаковое. Защита, термоконтроль, понятно. Тот же самый EMC-чип, который никак не повлияет на наводку, да. То есть это, грубо говоря, у нас именно по характеристикам они все три у нас будут одинаковые, разное количество светодиодов и сила свечения. И давайте откроем RAN 1 и также перфекто сделаем. Шикарно. Вот все три. Красотища ужасная. 4 диода, 9 и 16 диодов. У 16-диодной у нас получается 56 ватт, 9120 люменов. То есть это самая по мощности яркая. Здесь у нас на 3-м ране получается 4560, на 2-м ране у нас получается 10260, и на 1-м получается 9120. То есть по теории это будет самой яркой. Это уже реально премиум, это реально топ, хороший корпус, никаких заусенок, облоев, вообще ничего. То есть поликарбонат, который никогда не пожелтеет и очень высокопроизводительный. Давайте смотреть. Сейчас все три, наверное, я подключу, а потом уже выключим свет и будем по очереди щелкать на нашем шикарном. Не химикат не страшный. Блин, где с химикатами, Лех? Опрыскиваешь, когда вносишь удобрения? Да, кстати, для опрыскивателя-то у нас еще есть отдельные. Кстати, да, а нефтянка, можно же их и там использовать. Где-то в нефтяночке. Разное производство на самом деле есть. Начнем по убыванию, так же как и 3-й, 2-й, 1-й. Сейчас все проверю, горят или нет, светят. Что, давайте начинаем. RAN 1, компактная фара, 4 светодиода. Посмотрим, на что она способна. Хорошо. Для такой компактной фары с 4 линзами, очень хорошие показатели. То есть те же самые 45. Здесь у нас 4560. 4560 люмен. То есть для компактной фары вообще отлично. У нее, кстати, видишь, преимущество того, что у корпуса нет никаких, козырьков, да, и прочего, и диод очень близко расположен к самому, собственно, стеклу, то у нее достаточно хороший угол. И она светит именно горизонтально. То есть вообще супер. Так, теперь мы возьмем 2-й, где у нас на 9 диодов. Но у него по номиналу самый большой световой поток 10260. Вот это вообще, да. Да, это просто... Причем прожектор компактный, да, такой? То есть, вообще просто компактненький, маленький. И на самом деле цвет, да, тоже очень влияет. То есть мы сейчас в сравнении именно с цвет света, да. То есть у нас он не ярко-белый, который будет заставлять уставать глаза. Здесь он идет яркий и очень комфортный. И машину, которая у нас в 45 метрах, она вообще шикарно, просто шикарно видно. И угол также широкий, да, широкий угол и большая яркость. Но по номиналу это самая яркая. Сейчас мы возьмем
уже получается первый ран на 16 светодиодов. Ну давайте. О, здесь более плотная заливка. То есть вот это сразу видно. Здесь, не знаю, на видео это хорошо видно или нет, здесь более плотно именно вот заливает светом под свои задачи. Просто прекрасная фара. Защита от химикатов, как мы до этого и говорили. И давайте, кстати, давай, Леш, две хотя бы попробуем включить. Вот вторую, и на третью у меня просто 2 руки, а не 3. Лешина 3-я рука. То есть вот это мы включили все 3 единоразово. Прям ну как днем, да, просто прекрасно. Так, ну что, мы продолжим. Сейчас мы будем переходить к другой. Также к серии Solar X. У нас еще есть вот такая вот интересная модель. И это Solar X Tone 1, да. Я бы хотел ему уделить отдельное внимание. Почему? Потому что данный фонарь у нас идет с защитой. То есть он идет на 9 диодов. Это у нас для лесной техники. Также есть отзывы клиентов, что включаются они и не выключаются прям ну, годами. То есть у людей они работают очень и очень долго. Сейчас мы ее здесь наведем порядок, ее откроем и покажем. Мне хочется вот этой фаре уделить отдельное внимание, потому что она мне очень понравилась. Массивная, в защите, просто потрясающе. Итак, друзья, ну у нас сейчас Solar X, серия Tone, мой фаворит, мне она нравится прям больше всех. Она устанавливается на лесную технику. Данная фара прошла ударную нагрузку 20G, там кидают определенного веса, с определенного, как скажем, с определенной высоты, да, кидают. И 20G она прошла. То есть ветки, что-то такое, уж не бревна, наверное, но крупные ветки ей не страшны. Также у нее идет защита IP69K. Это как и на предыдущих фарах. Здесь прикол ее и особенность в том, что все фары Solar X серии, они проходят тоже испытания в солевом тумане. То есть 500 часов солевой туман создают специально. То есть для коммунальной техники предыдущие наши раны, они подходят, да, потому что и стекло из поликарбоната, и не, как сказать, не пожелтеет, и защита от химикатов. То есть вот 500 часов данная фара светит в солевом тумане. Итак, но вернемся к тону. Тон 1. То есть сейчас мы ее откроем и увидим. Давайте пробежимся. Чипы здесь Osram 18 штук по 5 ватт. Мощность 49 ватт. Общая. Так, номинальный, точнее максимальный световой поток 7312. А про защиту IP я уже сказал. Она проходила испытания в тумане. Также здесь идут чипы 3-го класса. Также они не будут давать, она не будет ни на что давать наводку. Ни на навигацию, ни на мультимедию, ни на все вот эти вот электроприборы. И здесь в буклете, поскольку у нас только вот в данном исполнении фары, мы можем увидеть, что они бывают еще так же, как и серия с разным количеством светодиодов и с разными показателями. То есть бывает круглые на 4, квадратные на 4, на 6, но у нас в данном случае самая большая на 9 диодов. Точнее, не на 9, наверное, подожди-ка, Алексей, а на 18. То есть там в каждом окошке по 2 диода. Здесь уже мы видим, что эта фара, коннектор подключается напрямую к фаре. Сейчас мы это увидим. Здесь у нас комплект идет также с виброизолятором, что говорит о том, что данная фара, она у нас устойчива к вибрациям. И прошу обратить внимание, что гайки здесь у нас уже идут с нейлоном. Но это уже серьезная такая техника для лесных работ. То есть мы видели, что данный производитель устанавливал фары на харвестеры, на фарвардеры. Ну и посмотрите, как она шикарно выглядит. Стекло поликарбонат также не пожелтеет. По 2 диода в каждом глазочке. Ну и вообще, то есть здесь у нас клапан для того, чтобы уравнять давление. И разъем у нас идет уже вот сюда. То есть вот так это все выглядит. Провода, кстати, хочу тоже обратить внимание, Алексей. Толстый. Да, уже здесь уже прям толстенькие такие. Ну, блин, посмотрите, как она выглядит. Просто шикарно. То есть это у нас металлическая маска и корпус. Давай тестить, да. Кстати, смотри, ребра тоже. Да. Ребра достаточно высокие, то есть теплоотвод будет очень и очень хорошим. Эти фары работают вот прям включенные годами. То есть у людей работают годами. Кто на лесозаготовке, просто я видел
эти фотографии и видео с форвардеров, с харвестеров. Это у нас получается первый. Посмотрим, светит ли она на свои люмины. Давай. И поехали. Вот такой желтый. Желтенький, но теплый, приятный свет. Да, 5000, мне кажется, здесь Кельвин. В районе, наверное, 5, потому что они 5 и... От 3 до 5, да, мне кажется. Сейчас я на коробке и посмотрю. Так, подсветим. У нас здесь идет 5000. 5000. Вот чипы Osram, они именно на световой поток, то есть что все светит вперед. Ну и плюс защитный корпус, то есть никакие удары ветками и прочим они не страшны. Напоминаю, да, также, что до машины 45 метров, ее прекрасно видно. Это мой фаворит. Данная фара мне нравится. То есть она светит достаточно интересно, хорошо. И интересный корпус, компактный, хорошая модель под свои задачи. Конкурентов в таком ценовом сегменте у данной фары нету. Ну и удобно на самом деле, что ее можно вот подключить. DT разъем вот этот Deutz. Это классно. Так, сейчас мы будем переходить уже прям крупногабаритным, интересным и хорошим фарам. Первый, наверное, мы сейчас посмотрим на фару Arax, которая установлена на нашем тракторе. Посмотрите, пожалуйста, видео, если вы не смотрели. Там достаточно тоже полно все описано. Это хорошая фара за свою стоимость. Она уже идет тоже премиум класса. Solar X вообще это такой премиальный сегментик. Хороший. Мы таких установили 6 штук на свой трактор. Давайте пробежимся по характеристикам. 3040 люмен, чип Osram, мощность 16 светодиодов по 1,5 ватта, 6000 кельвинов температура. Здесь у нас нету, кстати, защиты от смены полярности. То есть здесь у нас обязательно надо соблюдать полярность. EMC чип, который не дает наводки на электронные приборы, он также здесь присутствует. 700 грамм, Алексей, между прочим. 0,7. 0,7. Да, 0,7 это неплохо. 137 на 108 на 48 габариты. Ну, встали на наш трактор, они вообще, да? Отлично. Встали отлично. Здесь, сейчас посмотрю. Здесь, Леша, а здесь у нас что-то не указано. 67, наверное. Наверное, либо 67-я, либо 68-я. Я что-то, если честно, так-то и подзабыл. Напомню, что на все фары Allroad, Lumen, Solar X, на них все идет гарантия 1 год. Но эти фары работают дольше, и гарантийных случаев очень и очень мало, что говорит, опять же, о качестве и о том, ну, думать, что ты покупаешь. То есть, если какие-то ноунеймовские фары, то, я думаю, вряд ли вам кто-то даст такую гарантию и без проблем поменяет. И причем гарантия идет 1 год либо с момента покупки, либо с момента установки в сертифицированном центре. Так, ну что, давайте еще раз пробежимся быстренько. Здесь у нас идет большое количество ребер. Фара достаточно тонкая, компактная. У нее имеется козырек, чтобы всякая грязь не попадала сверху при горизонтальной установке. Ну, вот мы на свой трактор поставили, встали вообще они шикарно. Стекло, также чип Osram, поликарбонат. Здесь у нас получается рассеиватели и Deutz разъем, он же DC. То есть, опять же, преимущество, что можно влепить ее вплотную к чему-то. Давайте посмотрим, как одна светит у нас. Тоже вот хочу обратить внимание, что все фары тестируем по одной, что очень и очень важно. Вот она загорелась. Прекрасный направленный свет, более такой белый. Сейчас выключим. Вот так вот включим. Шикарно. Просто шикарно. Мне нравится за свой бюджет. Тоже шикарная фара. Ставим. Надо понимать, что данные фары, они устанавливаются надолго. То есть это не те, которые мы купили, поставили, 2-3 месяца поработали и сняли и выкинули. То есть нет, это уже не тот формат. И я думаю, что многим, наверное, даже сейчас это и не нужно. Потому что никто не хочет тратить время свое на то, чтобы ковыряться, перекручивать одни на другие, вторые на третьи. Вот купил, поставил и шикарно эксплуатирую, радуюсь. То есть это коммунальная техника, это внедорожная какая-то техника, дорожно-строительная техника. То есть это все уже может светить действительно долго, светить хорошо.
Предлагаю сейчас нам открыть фару Aviar, потому что это такой определенного рода своего эксклюзив, да. Это у нас фара, которая устанавливается на опрыскивателе. Она узконаправленная, она светит таким сине-фиолетовым светом. У нее очень большая длина по свету, да. То есть мы можем светить аж на 629 метров, судя по этой картинке. Это вот для опрыскивателей, чтобы было видно, как у нас работают форсунки. Само собой, сейчас мы пройдемся по техническим характеристикам. Макулатурку все это достанем. Сейчас мы пройдемся по техническим характеристикам. Ну, кронштейн у нее уже идет серьезный. Кронштейн у нее идет также с вибро, по-моему, защитой или нет. Нет, здесь я поднаврал. И что у нас получается? Фара достаточно габаритная. Да, она массивная, посмотрите. Просто вот, ну, красотища. Просто красота. Очень крепкий корпус. Очень крепкий корпус. Разъем у нас также идет здесь. ДТ, да, Deutz. Радиатор охлаждения, но если мне память не изменяет. А давай посмотрим вообще по характеристикам, но внешний вид прям крутой. Это у нас SolarX Aviar. 9 диодов по 5 ватт. Работает также у нас она 9,32 вольта. Полярность обязательно соблюдать. Свет у нас. Здесь уже пересчет идет в свои, ну, немножко в другом формате. Вот, получается у нас защита IP69K. Это вот о чем мы говорили. 500 часов она светит в солевом тумане. И все с ней шикарно работает. И еще столько же в 3 раза проживет. Вес 1,5 килограмма. То есть вот размеры 126, да, она и габаритная. Блин, ну... Сейчас включим. Сейчас мы, возможно... Подожди секундочку, Леш. Давай паузу возьмем. Это потом у нас включим эту красотищу. Во-первых, хочется сразу обратить внимание, как она светит. Это очень узконаправленная фара. И вот в ценовом сегменте аналогов данной фаре нет. То есть, еще раз, она у нас предназначена для того, чтобы светить вдоль штанги распрыскивателя. И вдоль штанги распрыскивателя и показывать, какие форсунки работают. То есть, если бы сейчас здесь у нас было бы распыление форсунок, то мы бы видели, какие форсунки работают, какие нет. Да, у опрыскивателя, то есть вдоль всей штанги. И получается так, что у данной фары нет аналогов. То есть это очень и очень интересно и направлено. Но светит она вообще интересным таким светом. Очень светом интересным, да, и на достаточно большое расстояние. У нас получается, есть до машины 45, то еще метров на 100 она вообще светит смело. Давайте вверх попробуем, кстати, смотри. Как огромная лазерная указка. Блин, а давай, знаешь, что, Лех, попробуем? Давай на трубу на ту посветим. Ого. Ты смотри, блин, ты прикинь. Реально, смотри, вот труба, вон. Самолет не сбей. Смотри, вон самолет летит. Да нельзя, Лех, светить на самолет. Так, это вот у нас на забор, на здание видно, как светит до здания метров, наверное, 150. На вторую? Ну да, она и до второй добивает. Видно, блин. Давай вот на этой просто на белой видно, смотри. Оп. А самый верх? Синеньким, оп, синеньким. Где же? Да, надо значок вот так, смотри. Вон, смотри, знак Бэтмена, то есть, блин, квадратное такое Всё, свечение. ушли от темы, ладно? Да, ушли от темы немножко, но вон давай попугаем у нас, кто сидит вон там. Оп-оп-оп. Слушай, ну, блин, круто, да? Вообще шикарно, то есть, вообще просто потрясающе. Видно работу форсунок. Мы, как дети малые, решили поиграться с синим светом, но это доставляет определенное удовольствие. И прикольно то, что у данного производителя, у SolarX, это позиция такая, которая не имеет аналогов. Сейчас, кстати, будем смотреть еще тяжелую фару, тяжелый люкс, тяжелую фару. Это у нас идет Sirius. Итак, друзья, да, продолжаем. SolarX Sirius – это фара, которая покупается один раз и на всю жизнь. То есть она работает очень-очень долго, очень много отзывов. У нас, кстати, есть интересный отзыв от клиента. Он покупал фары, по-моему, то ли Alro, то ли Lumen. По-моему, Lumen у него было. Они утопили какую-то технику свою, на которой стояли данные фары.
И после того, говорит, как достали технику из болота через какое-то время, единственное, что работало после утопления, работали фары. Давайте посмотрим на Sirius, на ее характеристики. Светодиоды здесь стоит чип Cree, уже не Osram, уже идут Cree. У нас здесь 9 диодов по 5 Вт. Максимальный поток у нас получается 3780 люменов. Обязательное соблюдение полярности. Работает 12-24 вольта. Защита IP69K. Ну, это то, о чем мы говорили ранее. Габариты у нас ее получают 156 на 126 на 95. Масса, как думаешь, сколько опять? 1,5 килограмма. 0,7. 0,72, если быть точным. Но это действительно, это уже те фары, которые ты покупаешь один раз на всю жизнь. И получается история такая, что ты их включаешь, и они могут работать, вот данная фара, она может работать 24/7, 365 дней в неделю. То есть это супер стойкий. И 365 дней в год, я уже заговорился. Вот, то есть она может работать реально круглогодично и на протяжении долгих и долгих лет. Тоже поликарбонат? Да, у нас здесь тоже идет поликарбонат. Также в солевом тумане 500 часов отрабатывает. Здесь еще на что можно обратить внимание, что у нас здесь стоит с демпфером. Сейчас, секундочку. У нас здесь стоит с демпферами крепление. То есть это прям фара для тяжелых условий. Для тяжелых и сложных условий ей вообще уже ничего не страшно. То есть и попадания какие-то, механические повреждения. То есть по ней можно смело там проехать трактором, либо какой-то тяжелой техникой, положить, просто проехать, и ей ничего не будет. Можно ее утопить, можно ее поджечь. Мы такие тесты и испытания, наверное, тоже с тобой, да, проведем? Да, давайте, знаете, что мы сделаем? Мы вот такую фару возьмем просто и поместим в холодную воду на там час. И на ускоренной съемке посмотрим потом, что с ней будет. Да мы не будем лайки клянчить. Мы не будем клянчить лайки, мы просто это сделаем. Мы ее сначала утопим, потом подожжем и прям оставим ее включенной. Вот посмотрим, что с ней будет. Будет она светить или нет, и на каком этапе она выйдет из строя. И также, ну, это супер просто надежное решение. Вот супер надежное, и самое главное, что оно очень долговечное. То есть эта фара будет работать очень долго. И попробуем, кстати, по ней проехать трактором. Давай. Подожжен, ты погорячился, просто горит просто сам первый. А мы вот сюда нальем, может быть, тогда. И посмотрим, насколько хватит поликарбонат. Ну, посмотрим, мы какие-нибудь испытания ей проведем серьезные. Проедемся по ней трактором. Может, даже не один раз. Так, подключаемся. Включаем приятный свет, хорошее рассеивание, большая дистанция. То есть, ну, я говорю еще раз, не надо забывать, что этот рабочий свет у нас на высоте 1,5 метра от земли. То есть, если мы берем какую-то крупную технику, то они будут находиться намного выше, тем самым пятно контакта будет больше. Но здесь видны у нас четкие границы. Светит шикарно. Светит вот беленьким. Просто отлично. Универсальное решение, которое будет работать очень и очень долго, не боясь никаких механических повреждений. Но это мы все вам тоже покажем. Мы подснимем отдельный видосик с испытаниями. Так, сейчас отсоединим. У меня почему-то пальцы так замерзли, что уже плохо получается. Ну и дальше у нас будет сейчас замыкать весь наш хит-парад этих фар. Абсолютно новая серия, которая уникальна и не имеет аналогов на рынке. И вы узнаете сейчас почему. Применяемость всех фар, она сугубо индивидуальна. То есть, в принципе, любую фару можно поставить на любую технику. Все зависит от задачи. И мы не говорим только о сельхозке, но за исключением авиара, да. То есть это у нас идет для опрыскивателей. А все остальное, что мы сегодня с вами смотрели, можно установить куда угодно под ваши задачи. Итак, давайте начнем с... Это у нас получается серия, тоже премиальная серия данного производителя. И у нас идет это Atria. У нас есть несколько вариантов. Сейчас я вам скажу. Так, по этим не скажу. У меня отдельная есть информация по ним. Давайте посмотрим вот именно Atria. Atria 1. Она идет максимальная мощность 80 Вт. Ну, по вольтам я уж не буду говорить, токи тоже. 6000 люменов, 4800 это у нас получается номинальный поток у нее. P69K, также защита.
Также у нас идет чипы, которые не дают нам наводок. И, получается, не дают наводок, помех на радио, на все прочее. Гарантия 12 месяцев. Это новинка, это прям свежее. Они, по-моему, к производителю приехали на той неделе. Они даже сейчас, их нет, я думаю, еще пока у розничных клиентов. И тут хочется обратить внимание на упаковку. То есть у нас идет одна коробка, у нас идет еще одна коробка. Вот так она открывается. Еще одна коробка. И здесь у нас идет сама фара. Давайте сделаем. Преимущество этой фары мы видим. То есть и ее уникальность. Мы видим сейчас то, что она имеет. Да, ну она имеет просто вот такую вот форму, что у нее очень широкий угол обзора. Здесь у нас идет 6 глазов. Так. Характеристики я уже сказал. Габариты ее у нас получается ширина 130. Вот это вот 130. Здесь у нас также идет виброизоляция. Здесь уже кронштейн идет к ней прикрученный. Разъем идет у нас на, получается, самом корпусе фары. Имеется клапан. Но это вот уникальная такая позиция, потому что это с широким углом свечения. Сейчас мы это посмотрим. В комплекте идет разъемчик Deutz. Давай попробуем напрямую подключимся. Вот, то есть именно ширину угла вот в данной ситуации видно хорошо. Яркость света по люменам высокая, для глаза приятно. Здесь высота у нас сейчас находится на высоте 1 метр. Безрамочный корпус. То есть вот прикольно, да, сейчас видно, как прямо вот стекло подсвечивается. То есть это именно стекло. Поскольку это защита IP69K, то у нас здесь получается также поликарбонат, который никогда не пожелтеет и который устойчив к внешним воздействиям. Скажу небольшой секрет. Такой комплект фар у нас будет устанавливаться одному товарищу на трактор. И мы увидим, как он светит прямо живьем в комплекте. Что тоже приятно. Все, болт-он. Так, макулатурку я, наверное, сверху положу. Так, это у нас самая крупная, самая массивная и большая фара из данной серии. Сейчас посмотрим на другие фары. Так, ну давай уж тогда по уменьшению пойдем, да? Вот на эту глянем. Здесь у нас идет инструкция. Эта фара у нас больше направленного света. То есть она дает такой овал. Достаточно тоже компактный корпус, компактные диоды. Да, она, видишь, как идет линза на каждом диоде, да, линза, плюс вот безрамочный дизайн. Мне вот это тоже нравится, то есть это прикольно. Здесь надо смотреть не на силу даже света, да, хотя светит она ярко и хорошо. Здесь у нас больше именно идет момент на, как сказать, на ширину охвата, ширину засвета. То есть смотри тоже какие такие, как сказать, радиаторы, да, вот эти вот большие. То есть сама фара, вот она тонкая, и все сделано для отвода тепла. Здесь у нас вот так вот идет разъем. Это тоже у нас, по-моему, получается Deutz. Да, мы его напрямую можем поставить. Так, вот о чем я и говорю. Здесь угол тоже очень широкий, очень хорошо светит, но здесь надо смотреть именно в рамке того, что это как дополнительное освещение, да, рабочий свет. И светить ее, ставить надо где-то вот так. То есть, на мой взгляд, прикольно было бы на какие-нибудь, наверное, КамАЗы, либо на что-то такое вот ставить. Именно где надо видеть под колесами, что у тебя происходит. То есть, ты по бортам КамАЗа установил, и виброизолятор есть. То есть, крепление хорошее. В принципе, отличная фара тоже под свои задачи. По техническим характеристикам я сейчас вам скажу, потому что мне понадобится небольшая шпаргалочка. Так, вот давайте по данной Атрии. Я взял подсказочку. Это у нас получается Атрия 2S. Итак, у нас получается эта фара больше для боковой подсветки, заднего хода, дневные ходовые огни. Здесь интересна вот эта конструкция, как раз таки линза, которую мы с Лешей обсуждали. Она называется рыбий глаз, но он же фишай. То есть видно, насколько он объемен. И данная фара формирует именно ровный овальный свет. Я говорю, вот под колеса вот так ее ставить под таким углом, вообще шикарно. То есть несколькими фарами можно перекрыть все необходимые задачи. Номинальная мощность у нее 18 Вт, максимальная 24, световой поток 2600 люменов. По защите мы сейчас посмотрим. Защита IP69K, вот уже в таком безрамочном корпусе красивом, да, Лех? Прикольно. IP...
Не экономит на материалах. Да, не экономят, да. То есть, блин, IP69K, это мы поняли, что это круто. EMC чип также стоит третьего класса, то есть это как и на большинстве фар серии Solar X. Здесь у нас никаких наводок и помех ни для какой техники, которая навигация, музыка и что может использоваться, это никаких помех давать не будет. Это тоже очень и очень важно. Угол света по горизонтали 140, по вертикали 70 градусов соответственно. Активный термоконтроль у данной фары и 12 месяцев гарантии. Но они на все дают 12 месяцев гарантию, поэтому тут это можно просто озвучить один раз и больше об этом не говорить. И у нас осталась Atria 2. Давайте на нее посмотрим. Это тоже интересная фара на самом деле. Блин, мне вообще она тоже понравилась. Также с широким углом свечения, то есть мы видим форму корпуса. Защита IP69K также. Достаточно компактная. Сейчас я опять прибегну к шпаргалочке. Да, фара на 180 градусов с освещением. Номинальная мощность 25 Вт, максимальная 30. Световой поток 3200 люменов. Также, как и на предыдущих, есть защита от помех. Хорошие материалы качественные. Дойц разъем, кстати, что тоже удобно, где-то сантиметров 20. Здесь у нас присутствует клапан для того, чтобы регулировать, уравнивать давление. Так, подключили и включили. Имеем свет на 180 градусов. Достаточно яркий, комфортный для глаз. Цветовая температура 5700. То есть вот 5700 они именно и дают не желтый и не белый, а именно такой комфортный свет. 130 градусов у нас по горизонту, 60 по вертикали соответственно. Вот безрамочный дизайн, красиво смотрится. И у меня уже даже есть идея, куда это тоже установить. Это, Леша, у нас встанет хорошо на новых МТЗшках, где у нас идут по габариты. Сверху там идет рабочий свет. И вот ее туда поставить с небольшим поворотом в сторону будет подсвечивать, помимо того, что прямо она светит, она еще будет тебе подсвечивать сбоку. Так, ну вот и все, друзья. Вот эти фары у нас серия A3. Это абсолютная новинка. И что хорошо и интересно, что у данных фар нет никаких аналогов. Если они есть, то накидайте в комментарии, скажите, о чем ваше мнение. Нам это важно. Такой вот у нас подходит к завершению. Вот это супер новинка, эксклюзив. Также вы эти фары еще увидите у нас на монтаже на трактор. Мы данные фары смонтируем на трактор. Что самое главное, мы покажем, как их монтировать. И покажем, как они уже установлены на технике, на высоте. Высота у нас какая кабина у 82-го? Как они будут светить на тракторе наверху, большие. Как? Да. Ну что, друзья, вот такой у нас получился обзор. Он, наверное, где-то длинный, но зато мы осветили все моменты, которые нас интересовали. Так, сейчас мы подведем итог. Дайте нам только немножко времени навести порядок. Ну что, дорогие друзья, подведем итог. Мы сейчас посмотрели фары серии Allroad, самые бюджетные, да. Мы увидели фары серии Lumen, также увидели фары серии Solar X. И хочется подвести какой итог, что сейчас есть отличное освещение на любой карман, за любой бюджет. То есть можем начать с чего-то бюджетного, компактного, который светит на самом деле очень хорошо за свои деньги, да. И далее уже, если у нас есть какие-то специальные задачи, если у нас есть наоборот задачи, чтобы это работало постоянно и светило всегда, да, то есть это у нас вот самый топ, это возьмем Sirius. Также у нас есть Aviar, который Solar X Aviar, который предназначен для опрыскивателей. Очень огромный ассортимент. Интересно смотреть, интересно во всем этом разбираться. Мы сегодня вам наглядно показали, как что светит, и даже бюджетные фары, они светят очень и очень хорошо. Какие-то чуть-чуть выше классом, какие-то еще выше классом. Вот N1 очень хорошая фара. Да, также фары серии Run, то есть прекрасные, вот шикарные фары. Мне они очень и очень понравились. Вот что 16, что 4 диода, что 9. Компактные, замечательно светят, прекрасно выглядят. Защита IP69K.
никогда не пожелтеют и плюс могут работать в химикатах. Также все фары, которые как дневные ходовые огни могут использоваться. Вот у нас с Алексеем мы сошлись во мнении, что VLL 18 нам больше всех понравились. Но под свои задачи огромный выбор, разный бюджет, разные задачи. Надеюсь, мы вам помогли в этом видео немножко хотя бы разобраться, дать какие-то базовые характеристики. Самое главное, что мы показали вам, и мы очень сильно хотели показать, как это все светит на самом деле, какие впечатления это вызывает. И хотим вам сказать, что данные фары у нас будут разыгрываться в нашем телеграм-канале. Переходите в него, ссылка на него будет. Будем разыгрывать разные комплекты, чтобы вы могли уже не на видео, а на деле, если вам повезет и улыбнется удача, выиграть, поставить на свою технику, и будет шикарно, если вы нам дадите отзыв. Также мы находимся и живем не только в Ютубе, у нас есть страница на ВК-видео, у нас есть Яндекс.Дзен, то есть все эти ссылки, телеграм-канал, еще раз повторюсь, все эти ссылки будут в описании. Переходите, подписывайтесь, следите за нами там, где вам удобно. Мы с Алексеем вам желаем крепкого здоровья, хорошего настроения, крепко жмем руку. Спасибо, что смотрели данный ролик, уделили нам столько внимания. Увидимся в следующем ролике. Ну а на сегодня всем пока-пока. Рады были снять вам этот обзор.